Накшатра Мула в 12 домах. Накшатра Мула под управлением Кету несет оттенок кармического завершения, поиска истины и философского переосмысления. Мула – это корень, звезда основания. Корни представляют собой глубокую связь с началом, основанием и источником. Это звезда, которая стремится добраться до самой сути вещей, будь то поиск первопричин проблем или раскрытие фундаментальных истин. Символ переплетенных корней отражает сложность жизненных событий. Путь человека с выраженной мулой часто запутан, но именно в этой сложности скрыт огромный потенциал для трансформации и глубокого понимания мира. Для духовного роста обладателю мулы критически важно развивать самоконтроль над внутренними импульсами. Это сильные, физически крепкие личности, способные возглавить крупные организации или стать самодостаточными лидерами. Мула – это энергия крайностей. Человек может быть как глубоко эмоциональным, так и подчеркнуто холодным, как праведником, так и человеком с аморальными наклонностями. Его жизнь во многом предопределена детством, родителями и предками, корнями, из которых он вышел. Жизнь такого человека – это постоянное балансирование между войной и миром, материализмом и духовностью. Несмотря на тягу к высшим истинам, он часто остается привязан к материальному миру, хотя в зрелости может прийти к глубокому покаянию. Человек либо одержим порядком и правдой, либо становится проводником хаоса и лжи. Он может доходить до паранойи, наводя идеальный порядок в доме, или наоборот, демонстративно разрушая чужие системы. Мула не верит на слово. Чтобы убедиться в чем-либо, человеку нужен личный опыт. Его предубеждения очень сильны, и изменить их может только авторитетный наставник, обладающий безусловным для него весом. Если человек выбирает путь зависимости, он может испытывать неприязнь к тем, кто ведет здоровый образ жизни, считая их неспособными наслаждаться полнотой жизни. Обладатель мулы – человек пытливого ума. Даже если в школе он не показывает выдающихся успехов, в высшем образовании часто добивается блестящих результатов. Его сфера интересов – искусство, пение, изучение священных писаний, исследовательская деятельность. Он склонен разбирать любую задачу на атомы, докапываясь до базового уровня, активен, не терпит безделья и готов адаптироваться к любым условиям, даже сотрудничая с неприятелями ради достижения высшей цели. Его успех во многом зависит от наставника. Если учитель радикален, человек может легко перенять экстремистские взгляды. Брак часто заключается по договоренности с незнакомым человеком, при этом обладатель мулы становится центральной фигурой, объединяющей обе семьи. Человек искренне стремится поддерживать семью, друзей и сообщество, однако часто сталкивается с неблагодарностью. Его вклад либо не замечают, либо критикуют, считая, что он мог сделать еще лучше. Отношения с братьями и сестрами строятся либо на абсолютной честности и любви, либо на ненависти и манипуляциях. Человеку с накшатрой мулой необходимо научиться видеть корневую проблему в любой ситуации, а не бороться с ее внешними проявлениями. Важно осознать, что атаки на его корни – это не повод для ответной агрессии, а сигнал к укреплению внутреннего фундамента. Энергия мулы – это мощный инструмент разрушения или созидания. Надо учиться направлять ее на конструктивные цели, а не на саморазрушение или конфликты с окружающими. Самоконтроль – это главный ключ к успеху. Поскольку человек склонен впитывать убеждения авторитетов, необходимо искать учителей, которые проповедуют созидание, гуманизм и баланс, а не радикальные идеи. Вера должна быть осознанной, а не слепо заимствованной. Не ждать признания от окружающих. Сила человека в самодостаточности. Делать то, что считает правильным, не ожидая похвалы, понимание того, что все его действия ради высшей цели, а не ради одобрения, избавит его от горечи и разочарований. Человек должен найти баланс между материальным и духовным,
не пытаясь полностью подавить свои материальные желания, но и не позволять им управлять его жизнью, использовать материальные ресурсы как инструмент для духовного развития и помощи другим. Если человек чувствует тягу к хаосу или деструктивному поведению, признать это как часть своей природы, а не как порок. Исследовать причины этих импульсов, часто они скрыты в детских травмах или родовых сценариях. Способность адаптироваться к любым условиям – это дар, который можно использовать, чтобы сглаживать острые углы в отношениях с близкими, не допуская перехода общения в плоскость манипуляции или лжи. Мула – это накшатра разрушения ради очищения. Задача человека не просто разрушить старое, но и построить на этом месте нечто более прочное, честное и глубокое. Здесь жизнь – это путь от хаоса к осознанному порядку, где каждый шаг человека продиктован не внешними обстоятельствами, а внутренней истиной. Когда человек с мулой переходит на высший уровень осознанности, он перестает быть разрушителем и становится проводником истины. Общие значения накшатры для управителя и диспозитора в 12 домах. Накшатра мула в первом доме. Личность с сильным внутренним стержнем, но склонная к саморазрушению. Человек воспринимает себя как корень своей семьи, часто имеет необычную внешность или глубокий пронзительный взгляд, склонен к радикальным трансформациям своей личности на протяжении жизни. В жизни человек постоянно сталкивается с чередованием стабильности и перемен, а его родительская семья часто становится эпицентром этих процессов. В отношениях с братьями и сестрами нередко возникают борьба за власть, ревность или идеологические разногласия, касающиеся правды и лжи. В отношениях с родителями могут овладевать чувства от безграничной любви до лютой ненависти. Как правило, человек воздерживается от вредных привычек, но если все же поддается им, они быстро завладевают им, и он становится зависимым. Если человек считает алкоголь полезным средством для наслаждения жизнью, он не будет обращать внимания на предрассудки и может считать тех, кто не разделяет его мнение, глупыми или незрелыми личностями, так как они не соответствуют его представлению о правильной жизни. В быту или на работе человек может постоянно спешить, занимаясь расстановкой, перестановкой и уборкой вещей, стремясь к идеальному порядку. Или наоборот, его окружающее пространство может быть погружено в хаос с разбросанными повсюду вещами. Человек часто торопится завершить начатые дела, стремясь сделать все заранее, или наоборот, может носить корректировки в последний момент, и все его дела могут скопиться на один день, откладываясь до последнего момента, что приводит к огромному объему работы после нескольких дней бездействия. Он может быть прекрасным организатором мероприятий, отличаться трудолюбием. Нередко такие люди становятся профессионалами в искусстве, пении, танцах, а также глубоко изучают веды и шастры, но не ради заработка, а из личного интереса, может ответственно относиться к себе и своему окружению, стремясь помочь другим. Однако его усилия могут остаться незамеченными или даже вызвать порицание. У человека есть властные амбиции, поэтому он стремится занять руководящую позицию, иногда посеяв хаос в коллективе. Это его внутренняя корневая проблема, желание занять кресло руководителя, которое ему, возможно, придется долго ждать. Накшатра мула во втором доме. Человек может испытывать сложности в управлении ресурсами и в общении. Его речь будет тихой, но острой, способной проникать в самую суть вещей, иногда используя слова как инструмент для достижения истины. Финансовое положение может быть нестабильным, поскольку он постоянно пересматривает свои ценности и источник дохода. В семейном кругу человек часто выступает в роли защитника. Несмотря на возможные обвинения, не жалуясь, тихо и упорно будет выполнять свои обязанности. Он готов долго ждать,
пока ситуация не разрешится сама собой. В семье могут возникать напряженные моменты, связанные с понятиями правды и лжи. Накшатра Мула в третьем доме. Человек обладает мощной интеллектуальной энергией, направленной на исследование и глубокое понимание. Он склонен проявлять инициативу, стремясь завершить начатое раньше срока. Это может сделать его блестящим критиком или писателем. Отношения с братьями и сестрами часто проходят через кризисы, требующие кардинальных изменений в общении. Возможны зависть и ревность, если братья и сестры более успешны, но если они менее обеспечены, отношения могут стать более близкими и поддерживающими. Несмотря на помощь, человека могут обвинять в недостаточной поддержке или в несоответствии ожиданиям. Темы несправедливости или, наоборот, близости с братьями и сестрами могут детально обсуждаться с окружающими. Накшатра Мула в четвертом доме. Человек проходит через трансформацию домашнего очага и символизирует глубокую связь с корнями. Он может быть сильно привязан к дому или, наоборот, стремится полностью разорвать связи с прошлым. Внутреннее беспокойство побуждает к постоянному поиску своего места и требует глубокой проработки детских травм. Отношения с матерью могут быть очень интенсивными. Человек может жертвовать личной жизнью ради нее или, наоборот, испытывать сильное противостояние. Часто возникают сплетни и жалобы на мать, хотя реальность может быть иной. Обычно благословлен достатком, но в жизни присутствуют как периоды стабильности, так и нестабильности. В домашней обстановке может проявлять как склонность к постоянным перестановкам вещей, так и полному безразличию к порядку. Накшатра Мула в пятом доме. Интеллект человека направлен на изучение эзотерики, философии и фундаментальных наук. Дети могут стать мощным стимулом для личной трансформации. Они, как правило, рано проявляют защитные качества, послушны, немногословны и оказывают значительную помощь. Возможно, отсутствие сыновей. Творчество часто носит драматический и глубокий характер. Дедушка мог быть известной личностью, защитником семьи и благодетелем для многих. Накшатра Мула в шестом доме. Человек обладает мастерством в преодолении препятствий. Он не просто побеждает врагов, но и находит корень их агрессии, устраняя его. Враги могут быть завистливыми и властными. Человека будет нелегко обмануть, но иногда, если он будет замешан в очень крупные сделки, то его могут обмануть, сыграв на его жадности. Поэтому есть риск быть обманутым в партнерских отношениях. Также может выступать защитником своих коллег перед руководством. Отличные способности проявляются в медицине, юриспруденции или в работе с кризисными ситуациями. Проблемы с двоюродными братьями или сестрами могут иметь кармическую окраску. Накшатра Мула в седьмом доме. Брак обычно происходит с незнакомцами по договоренности, и человек становится центром внимания для обоих семей. Семейная жизнь часто становится катализатором для переосмысления собственных установок и трансформации. Партнер может казаться пришельцем из другого мира, заставляя человека пересматривать свои социальные взгляды. Возможны конфликты, связанные с эго и стремлением к доминированию. Эти разногласия часто скрыты от посторонних глаз, но в конечном итоге человек готов идти на компромиссы, но процесс их достижения может занять больше времени, чем ожидается. Накшатра Мула в восьмом доме. Человек обладает даром видеть скрытое, предчувствовать кризисы и работать с энергиями трансформации. Интерес к оккультизму, психологии, тайнам жизни и смерти. Способность умирать и возрождаться заново. Трансформация через кризисы, наследство и оккультные знания. Жизнь такого человека может быть полна неожиданных поворотов и испытаний, которые, однако, ведут к духовному росту. Он может обладать интуитивным пониманием скрытых процессов и тайн, возможны сложности с получением наследства или, наоборот, значительные выгоды от него. Отношения с партнером
могут проходить через периоды интенсивных испытаний, которые в итоге укрепляют связь, интерес к мистике, психологии, эзотерике и исследованиям скрытого мира будет очень сильным. Семья партнера может или доминировать и завидовать человеку, или наоборот, идти на компромиссы ради него, балансирование между духовностью и материализмом. Накшатра Мула в 9 доме. Человек будет проходить трансформацию через отношения с отцом, философию, путешествия и духовные поиски. Он может стать фанатичным последователем какой-либо идеи или, наоборот, ярым скептиком. Отношения с отцом или учителями – ключевой фактор успеха или краха. Он может испытывать трудности с поиском гуру, и это займет у него много времени. Его гуру будет самый талантливый в той области, в которой он ищет. Человек может быть склонен к критическому осмыслению традиционных учений и поиску собственных истин. Отношения с учителями и духовными наставниками могут быть сложными, требующими пересмотра авторитетов, возможны конфликты, связанные с убеждениями. Однако через эти испытания человек обретет глубокую мудрость и понимание жизни. Путешествия могут стать источником значительных трансформаций, открывая новые горизонты и расширяя мировоззрение. Накшатра Мула в 10 доме. Карьера, требующая полной самоотдачи и способности разрушать старые структуры в бизнесе или управлении. Человек может стать реформатором, который не боится идти против системы, чтобы докопаться до сути управления. Он может стремиться к достижению власти и влияния, но его методы могут быть нетрадиционными. Общественное положение может меняться, требуя постоянной адаптации, возможны конфликты с авторитетами или, наоборот, способность находить нестандартные решения проблем на работе. Работа может быть связана с областями, требующими глубокого анализа, исследований или работы с кризисными ситуациями. Человек может стремиться к тому, чтобы его деятельность имела глубокий смысл и приносила пользу. Накшатра Мула в 11 доме. Здесь происходит трансформация в сфере дружбы, социальных связей и достижения целей. Друзья могут быть источником как поддержки, так и конфликтов, требующих пересмотра отношений. Человек может быть склонен к радикальным взглядам и участию в группах, стремящихся к переменам. Достижение цели может быть связано с преодолением препятствий и неожиданными поворотами. Возможны финансовые выгоды от нестандартных источников или через участие в коллективных проектах. Человек может стремиться к тому, чтобы его деятельность приносила значительные изменения в обществе. Накшатра Мула в 12 доме. Глубокая духовная изоляция. Человек может уходить в себя, чтобы найти ответы на фундаментальные вопросы. Склонность к аскезе, медитации или тайным практикам. Успех приходит через отказ от материальных привязанностей и осознанного уединения.